A screaming come across the sky. It has happened before, but there is nothing to compare it to now. It's too late. The evacuation still proceeds, but it's all theater. Что такое перформанс? Это театральное действо, это уличный спектакль. Понятие «перформативный» было введено Джоном Остином. Он ввел его в философию языка в рамках курса лекций под названием «Как производить действия при помощи слов», прочитанного им в 1951 году в Гарвардском университете. В своей статье «Перформативные высказывания» он пишет об изобретенном им неологизме. Вполне простительно не знать, что означает слово «перформативный». Это новое слово и уродливое слово, и, возможно, оно не обладает большим значением. Единственное, что в любом случае говорит в его пользу, так это то, что оно не звучит глубокомысленно. Это слово было образовано им от глагола to perform – представлять, осуществлять, исполнять. Это слово указывает на то, что произнесение высказывания означает совершение действия. Не ссылаясь непосредственно на Остина, Джудит Батлер в своей статье «Перформативные акты и гендерная конструкция», написанной в 1988 году, ввела понятие перформативности в философию культуры. Основное отличие от определения Остина заключается в том, что Батлер употребляет понятие перформативности прежде всего в отношении телесных действий, а не речевых актов. Сегодня я постараюсь проследить путь перформанса, не углубляясь в дальнюю древность, как я это делал ранее в своих предыдущих выпусках, потому что, как мне кажется, наиболее очевидное проявление перформанса как вида искусства можно определить как раз в начале 20 века, не так давно. И я говорю о творчестве футуристов, дадаистов и прочих истов на площадках варьете. Футуристы следовали четкой инструкции, целью которой было максимально провоцировать публику. Намазать клеем кресло, чтобы приклеившийся господин или дама возбудили общее веселье. Продать одно и то же место 10 лицам. В результате столкновения, споры, азарт. Предлагать даровые места господам и дамам, заведомо тронувшимся, раздражительным или эксцентричным, способным вызвать страшный гвалт непристойными жестами, щипками женщин или другими чудачествами. Перформансы футуристов в варьете были настоящим протестом не только против классического театра, но и в принципе против привычного, обычного восприятия повседневности. Маринетти восхищался варьете в первую очередь по одной причине, потому что этот вид искусства не имеет, к счастью, ни традиций, ни мастеров, ни догматов. Манифест Маринетти о варьете также отвечает на вопрос, почему варьете притягивало футуристов. В самом деле это единственный театр, где публика не остается статической, тупо глазея на сцену, а принимает шумное участие в действии, аккомпанируя оркестру, подчеркивая игру актеров неожиданными выходками и забавными диалогами. При таком сотрудничестве публики с фантазией актеров действие происходит одновременно на сцене, в ложах и в партере. Оно продолжается даже по окончании спектакля среди батальонов поклонников в смокингах и моноклях. Местом встречи футуристов зачастую были футуристические вечера, как они их называли. И эти вечера проводились в барах, в ресторанах, там, где выступали артисты варьете. Интересен тот факт, что до 1914 года футуристические вечера не имели четкой структуры. Они могли состоять из политических чтений, выступлений, пьес, лекций, выставок и, самое интересное, потасовок. Эти вечера могли включать жонглирование, танцы и соревнования. Эклектику и отсутствие единообразности в спектаклях футуристов и, можно сказать, ранних перформанс-артистов тесно связано с основной концептуальной идеей инклюзивности, то есть вовлеченности зрителя в спектакль, и желание авторов перевернуть привычную оппозицию зритель-автор, вовлечь зрителя в процесс создания спектакля.
Концепция актерского искусства, разработанная Мейерхольдом, основана на представлении о том, что возбужденное, пребывающее в движении тело актера непосредственно воздействует на тело зрителя. Таким образом, движения актера рассматривались как своего рода стимул, вызывающий в зрителе ответную реакцию и побуждающий его самостоятельно порождать смыслы. Перформативность в данной концепции можно воспринимать как энергетический потенциал воздействия. Аналогичный принцип заложен в основу искусства инсталляции. Если вспомним Марселя Дюшана, и инсталляция воплощает идею Дюшана о том, что произведение искусства становится завершенным лишь благодаря участию зрителя. Также здесь можно провести аналогию с творчеством комьюнити-арт сообщества. Главный вопрос для них – это воздействие на сообщество и отношения с ним. Помогает тем, с кем они вступают в контакт, лучше осознать свое положение и свои творческие способности. Предоставляя им необходимые помещения для применения этих способностей, они надеются расширить и углубить чувствительность сообщества. Данная тенденция стимулировать творческие способности зрителя при восприятии перформативных практик была распространена повсеместно, однако время, геолокация и политическая обстановка не могли не диктовать условия различия. Из представления о том, что искусство — это в первую очередь идея, и из осознания важности моментов случайного в жизни и в искусстве родилось такое направление, как флюксус, движение искусства интермедиа. Их выпады были направлены против авторитета классического модернизма. Они упрочивали актуальную для них связь между искусством и повседневными предметами и занятиями. Взаимодействие с аудиторией также является системообразующим в таком виде перформанс-искусства, как хэппининг. Интересен тот факт, что никто из авторов, из зрителей этого направления, никто его так не именовал. Авторы хэппинингов не объединялись в какие-то группы, не выпустили ни одного журнала, ни одного манифеста. Однако термин вошел в обиход, и его стали применять к широчайшему кругу исполнителей. Людей не смущало то, что этот термин охватывал все сразу, не отражая различий между намерениями художников, ни между взглядами сторонников и противников определения. Хэппининги противопоставляются традиционному театру. В них намеренно отвергается сюжет, персонажи, нарративная структура и разделение между публикой и автором в пользу слабо срежиссированных акций, приносящих в повседневность риск, опасность, возбуждение, страх. Риск, возбуждение, страх – это эмоции, которые различны по форме, но идентичны по насыщенности, сопровождают как перформансы, так и выступления цирковых артистов. Если немножко поговорить про цирк, интерес к цирку у перформанс-артистов, ранних перформанс-артистов, футуристов, дадаистов всегда проявлялся. И этот интерес был обусловлен как раз похожим влиянием на массы, похожим влиянием на зрителя через опасность, страх, возбуждение, через игру со смертью, игру с повседневностью, нестандартное восприятие материального окружающего нас. И как раз-таки история цирка подтверждает факт того, что уличное пространство всегда предшествовали сценическому пространству. Уличное пространство как площадка для реализации перформативных практик. Площадной театр, народное гуляние. И цирк, и перформанс, будучи чрезвычайно динамичными формами искусства, размывают границу зритель-исполнитель. Причина тому общая история, зарождающаяся в карнавале. В 20 веке уличная городская повседневность активно эксплуатировалась ситуационистами и комьюнити-арт-сообществом. Невидимый театр Буала можно рассматривать как неявного предтечу неисчислимого множества художественных перформативных экспериментов в уличном пространстве, действующих без уведомления и вне рамок галерейного аппарата. Эксперименты сообщества Community Art были нацелены на оживление городского пространства, и основной идеей комьюнити-арт сообщества было как раз изменение парадигмы восприятия и интерпретации повседневных событий. Таким образом, перформанс-артисты
в той или иной мере всегда стремились размыть грань между искусством и жизнью, и этот идеализм двигал их творчество, несмотря на все различия разных подходов, разных исполнителей. Конкретизация понятия перформанс представляется сложной задачей. Аналитический обзор концепции авторов, исследующих или относящих себя к данному направлению искусства, позволяет сделать лишь обобщающий вывод. Перформанс – это особый режим поведения, который может сопутствовать любой деятельности. Или, как говорил композитор Джон Кейдж, если рассматривать ту или иную деятельность как перформанс, она будет перформансом. Перформанс – это не обособленный жанр, а скорее качество, которое может возникнуть в любой ситуации. По определению театроведа и перформанс-артиста Ричарда Шехнера, перформанс – это деятельность, которой занимаются отдельные люди или группы в присутствии других отдельных людей или групп. По сути, к данной формулировке сводятся любые попытки кратко описать перформанс как таковой. Однако несколько важных обобщений стоит озвучить. Перформативный акт предполагает вовлеченность наблюдателя в процесс создания этого акта в данный конкретный момент. Перформативный акт строится на рефлексии телесности исполнителя, его взаимодействии с окружающими предметами, будь то заранее заготовленный реквизит или случайные предметы. Перформанс не ограничен определенным пространством в своей реализации. Перформанс и цирк в своей событийной основе близки. Спектакль рассматривается как искусство не потому, что является артефактом, а благодаря тому художественному событию, которое создает. Физическое действие в перформансе аналогично цирковому трюку. Отношение к повседневным предметам находит неожиданное применение в руках перформера и в руках циркового артиста. Возьмите, например, что-нибудь самое обыкновенное, скажем, метлу. Теперь повертите ее в руках. Как видите, это уже не метла, а гитара. Теперь вскиньте ее на плечо. Вы увидите, она уже винтовка. В большинстве своем в реальности предметы обладают куда меньшей ценностью, чем та, которая приписывается им в контексте конкретного перформативного действия. Мячики для детского бассейна, из которых лично я делаю мячики для жонглирования, обычная палка, шляпа, все это по большей части обычные предметы, материальная стоимость которых невысока. Но во время перформанса эти предметы крайне важны. Зачастую все происходящее вращается вокруг них. Они имеют решающее значение в создании символической реальности. 24 октября 1975 года югославская художница Марина Абрамович показала свой перформанс «Уста святого Фомы». Перформанс начался с того, что художница полностью разделась. Затем она подошла к задней стене галереи, прикрепила на ней фотографию и нарисовала вокруг нее пятиконечную звезду. Оттуда художница направилась к расположенному недалеко от стены столу, покрытому белой скатертью. На столе стояли бутылка красного вина, банка меда, хрустальный бокал, лежала серебряная ложка и плеть. Опустошив килограммовую банку, она налила себе в хрустальный бокал красного вина и выпила его медленными глотками, пока не выпила всю бутылку. Затем она встала и подошла к стене, на которой была прикреплена фотография. Стоя спиной к стене и лицом к зрителям, художница вырезала лезвием бритвы у себя на животе пятиконечную звезду и, опустившись на колени под фотографией, принялась хлестать себя по спине, пока на ней не появились кровавые рубцы. Потом, широко раскинув руки, художница легла на крест, выложенный из ледяных блоков. Художница продолжала неподвижно лежать на льду. После того, как она пролежала на ледяном кресте 30 минут, не выказывая никаких намерений прекратить пытку, некоторые зрители оказались неспособны дальше выносить ее муки. Они устремились к ледяным блокам, подхватили Абрамович, сняли ее с креста и унесли. Тем самым они положили перформансу конец. Если продолжать разговор о
точках пересечения цирка и перформанса можно акцентировать внимание на том, что перформативные практики используют похожие на цирковые формы трансляции сообщений: динамические действия, статический жест, структурный жанр. Возвращаясь к понятию эмердженции, обратим внимание на спонтанность как один из ключевых элементов перформанса. Неожиданное, ничем не обоснованное появление некоего феномена привлекает внимание зрителя к определенному жесту, какой-нибудь определенной вещи или некой последовательности звуков. В ходе подобного созерцания воспринимаемые вещи предстают перед субъектом как таковые. Другими словами, приобретают присущее им значение. Это происходит в ситуации, когда зритель ощущает интенсивное присутствие актера, феномен сильной концепции присутствия, который значительно разработан Эрикой Фишер-Лихте в ее книге «Эстетика перформативности». Это своеобразный экстаз вещей. В этот момент у зрителя возникает впечатление, что ему открывается некая тайна, что он познает скрытый смысл. Таким образом, речь идет не о десемантизации, не о упрощении смыслов, а о феномене автореферентности, то есть обращенности на себя, саморефлексии. Этот феномен автореферентности, он устраняет вот это вот различие между чувственным восприятием объекта, понимаемым как физиологический процесс, и истолкованием, рассматриваемым как процесс духовный. К примеру, когда Марина Абрамович вырезала на своем животе пентаграмму, это действие воспринималось в первую очередь как таковое, а зрители не воспринимали это как изображение государственной символики на теле гражданина. Таким образом, основа перформанса – это действие, воспринимаемое как таковое. Исследователи зрелищных форм искусства, пытаясь проследить генеалогию перформанса, в первую очередь возвращались к первобытным ритуалам. Вот это пограничное состояние, которое достигает шаман и участники ритуального действия, оно схоже с вот этим лиминальным пограничным состоянием перформанс-артиста и зрителя, который участвует, который принимает непосредственное участие, являясь даже просто наблюдателем. Шоковый эффект – это объединяющий фактор, который присущ как обрядам шаманов, так и выступлениям перформанс-артистов. Джозеф Бойс с живым койотом в клетке в перформансе «Я люблю Америку, а Америка любит меня». Иммерсивный перформанс с элементами БДСМ практик Феликса Рукерта, «Уста святого Фомы» Марина Абрамович, «Ритм 0» Марина Абрамович, которым стоит на месте, а зрителям было предложено сделать с ней все, что они пожелают, используя все 72 предмета, которые были расположены перед ними. Это ножи, тесаки, пилы, щипцы. И анализируя исторические истоки перформативности, мы обнаружим, что составные элементы перформанса – тело, внешний вид, жесты, поведение исполнителя, зритель, пространство перформанса претерпели немало трансформаций в процессе развития мировой культуры. Таким образом, перформативные практики поднимают серьезные темы, однако, как мне кажется, это не отменяет элементы игры. Манипуляция с предметами, оживления пространства, исследование феномена телесности, и диалог с аудиторией – отличительные признаки как цирка, так и перформанс. Что такое перформанс? Это театральное действо, это уличный спектакль, это лекция, это я, сидящий перед вами, это я, сидящий перед экраном телефона в окружении световых приборов, это я, читающий конспект, который я написал год назад, это вы, смотрящие это видео.